Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся самой актуальной информацией на 11 февраля 2022 года, день недели, пятница. Друзья, поговорим о народном календаре, уделим внимание обязательно народным приметам на этот день. Вы знаете, это 11 февраля достаточно тяжелый, опасный день, потому что в этот день на белый свет выходят ведьмы. И нам нужно знать определенные правила, запреты для того, чтобы этот день прошел для нас благополучно и успешно. И как всегда, конечно, уделим внимание лунному календарю, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Сегодня, 11 февраля, почитается память святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. Славился он своим даром исцеления от болезней, в частности, от слепоты. Поэтому люди обычно молятся ему за здравие свое и своих близких людей. Вы знаете, февраль вообще сам по себе месяц у нас очень непредсказуемый. Именно поэтому считалось, что он может удивить нас как хорошей погодой, такой вот весенней, так и напомнить про зиму и ударить еще сильными морозами. Поэтому было принято на Лаврентия 11 февраля наблюдать за Луной. Если в эту ночь она растет, то говорилось о том, что сегодняшняя погода простоит в следующем месяце всю первую половину. Также наши предки твердили, что в этот день, 11 февраля, на белый свет выходят ведьмы. И цель их проявления появлялась в следующем, что они портили весь урожай на полях и огородах, покрывая плесенью растения и землю, а также могли сглазить и нажелать множество различных болезней. Поэтому, если в этот день случилось какое-то происшествие, все списывали на потусторонние силы. А чтобы обезопасить себя и свою семью, делали люди определенный обряд. Они вокруг своего дома раскладывали веточки чертополоха, и нужно было это делать до наступления рассвета, очень рано утром. В следующем варианте использовали сушеный зверобой. Его клали во все щели в доме, а также на пороге в дом, чтобы вся нечистая сила не могла проникнуть. А вы в этот день можете на порог бросить щепоточку соли, таким образом защитить свой дом и себя от нечистой силы. В этот день на ужин было принято подавать закрытый пирог с начинкой, а именно капуста, или же должны были быть пирожки. И в народе такое блюдо носит название кулебяка. Считалось, что если вечером вы скушаете небольшой кусочек, то в таком случае в ваш дом прибудет счастье. А остатки ни в коем случае не выбрасывали, а скармливали домашним животным. Блюда из рыбы позволялись в постный день. Если луна была красного цвета в эту ночь, то нужно было готовиться к порывистому и сильному ветру. А если слышно, как лес шумит, то это к оттепели. Если вдруг печь плохо растапливается, дрова не горят, а дымят, то ждите потепления. Весна будет ранней, если дым коромыслом. Погода неприятная и холодная, если в этот день, то считалось, что август будет жарким. Ветер лицо обдувает, значит, будет дождливый год. Ну, а чтобы корова хорошо давала молока, хозяйке дома нужно было выпить чарку крепкой медовухи. В этот день не рекомендуется женщинам выполнять тяжелые физические нагрузки. Отказываемся сегодня от похода в тренажерный зал или пропускаем тренировку. Если, конечно, вы жить не можете без этого, то вы можете записаться на один сеанс йоги или растяжку тела. Иногда нужно делать отдых от постоянных тренировок, но всегда, конечно, есть и запасной вариант. В этом случае это будет действовать как тренировка тоже, но более расслабляющая, и будут задействованы все группы мышц. Замужним парам нельзя ругаться в этот день. Можно очень сильно подорвать отношения друг к другу, конечно же, в худшую сторону.
Поэтому воздержитесь от конфликтных ситуаций, разрядите обстановку между собой. И если вы видите, что разговор заходит не туда, стоит относиться в этот момент с пониманием друг к другу. Не забывать, сколько лет вы уже вместе живете, сколько общих историй вас связывает. Поддержите друг друга в разговоре. И откройте вечером после тяжелого рабочего дня бутылочку вина или шампанского. Откажитесь сегодня от готовки. Закажите вкусностей себе разных, поболтайте по душам или включите новый сериал. Также вы сможете не нагружать себя и свою вторую половинку разговорами, а молча посмотреть телевизор. Аккуратнее в этот день ведите себя и с острыми предметами, а лучше вообще избегайте их. Одна маленькая неосторожность может привести к неприятностям. Включите внимательность сегодня на все 100%. Считаю, что 11 февраля после захода солнца нужно было оставаться дома и не выходить на улицу. Почему? Спросите вы. Ответ довольно-таки простой. В это время бродили нечистые силы, которые могли наложить на вас порчу. Да, в наше время тяжело представить себя в это время дома. И, конечно же, у многих только рабочий график до 18 часов, а то бывает и дольше. Все, что вас может испугать в это время, так это маршрутное такси, забитое людьми, которые возвращаются после сложного дня домой. А собака, которая не гуляла весь день и ждет, не дождется также вашего возвращения. Так что спокойно передвигайтесь по городу, никакой опасности точно не будет. Если сегодня вы ожидаете гостей в доме, то тогда не поленитесь угостить чем-то вкусненьким своих дорогих гостей. Испеките, например, к чаю шарлотку или можете приготовить всеми любимый тертый пирог. Здесь точно не прогадаете, а взамен получите достаток в дом, а в каких размерах это уже решать только вам. Конечно же, здесь все будет зависеть от гостеприимности и желания готовить. 11 февраля стоит обратить внимание на свои сны, которые вам приснятся. Если вдруг будут сниться переживания, горе, слезы будут литься, и вы проснетесь с осознанием того, что это случится, пожалуйста, не переживайте. Такие сновидения не всегда сбываются. Хорошенько умойтесь водой, включите тихую, спокойную музыку и переключитесь на что-то другое. А чтобы ваш муж был нежным, ласковым и щедрым, нужно несколько раз ударить его легонечко предметами быта. Не предупредив и сделав такой обряд, боюсь, что потом нужно будет еще и прощения просить. Поэтому 7 раз подумайте, стоит ли поднимать руку на такого любимого мужчину, чем может закончиться такой обряд. Поэтому лучше будет просто воспитывать его, говорить комплименты, помогать в сложных вопросах и готовить вкусный завтрак и ужин. И тогда, скорее всего, ваш мужчина будет вести себя лучше всех. Также в этот период на больших водоемах начинается хороший клев рыбы, поэтому не упустите возможности словить на ужин вкусную рыбеху. А если супруг пропал на несколько дней, знайте, где его можно искать. Или предложите компанию своих внуков, которые давно хотели провести время с дедушкой, а здесь еще и такие развлечения. Вот, друзья, такой у нас с вами день 11 февраля по народным приметам. Обратите, пожалуйста, внимание на эти советы, на эти рекомендации, чтобы день у вас прошел успешно и благополучно. Ну а далее у нас с вами лунный календарь на 11 февраля 2022 года. По лунному календарю нас сегодня ожидает 11 и 12 лунные дни, а растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Сегодня довольно напряженный день, который считается самым сильным из всего лунного цикла, а также одним из самых удачных из всего лунного месяца, несмотря на свою суровость. В организме происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале лунного месяца. С другой стороны, сегодня сложный и неоднозначный день, двойственность которого скажется на всем, что будет сегодня происходить.
Многие люди не смогут контролировать в себе эти две стороны и будут удивляться собственным взрывам раздражения, вспышкам ярости, которые будут исчезать так же внезапно, как и появляться. Энергия распределяется в это время очень неравномерно. То будет казаться, что вы можете свернуть горы, то уже через минуту будете падать от собственного бессилия. Обращаем ваше внимание, что этот день поможет обрести себя только тем, кто умеет владеть энергетическим потоком и перераспределять его самостоятельно. Только так можно справиться с тем энергетическим вулканом, который обрушится сегодня на многих людей. В моменты такого обрушения может открыться истина, которую нужно запомнить и понять, потому что всплески энергии сегодня достаточно сильны, но с другой стороны они будут и очень кратковременны. Предельная внимательность и крайняя осторожность могут уберечь вас от любых неправильных решений. Для намеченных на сегодня дел необходима будет планомерная подготовка. Если подготовка не проведена, то и начинать дела не стоит. Перегружать себя нельзя, но и пассивность противопоказана. Проявите, пожалуйста, внимательность, осторожность и во всем соблюдайте баланс. Свою энергию сегодня лучше направить на результат, а также на процесс и приложить усилия к завершению начатых дел. Важно, чтобы действия имели позитивную направленность, иначе мощная энергетика может разрушить все на своем пути. Бросать начатое сегодня не рекомендуется, нужно все сегодня доводить до конца. В этот день велика концентрация внутренней энергии. То, что вы делаете сегодня, обладает мощью, способность свернуть горы. В дополнение усиливается личное обаяние, возрастает уверенность в себе. Вас сегодня не покидает энтузиазм. Что касательно стрижки волос в этот день, то сегодня любой мотив для визита в салон красоты будет отличной идеей. Попробуйте сделать новую стрижку, но придерживайтесь классических вариантов. Результат будет ошеломляющим, и вы буквально устанете сегодня от комплиментов. Волосы порадуют блеском и здоровьем и после косметических процедур. После посещения салона красоты прогуляйтесь по интересным и красивым местам. Сходите в кинотеатр, музей или ресторан. Стрижка в этот день позволит встретить свою судьбу, а неуверенным в себе обрести уверенность. Если ваше финансовое состояние не позволяет провести вечер в салоне красоты, это не повод отказаться от прелестей жизни. Позовите подруг и устройте себе спа-салон дома. Потом наденьте красивую одежду и приготовьте ужин при свечах для мужа, подруг или хотя бы просто для себя. Постарайтесь сегодня получить максимум удовольствия от этого дня и притяните удачу в свой дом. Окраска натуральными красителями расширит деловую деятельность. В этот день повышенной энергией уложите волосы особенно хорошо. И обращаем ваше внимание, сегодня лучше исключить из планов охоту, потому что в этот день это день взаимодействия с животным миром. Кроме того, предполагается и осторожное обращение с насекомыми, избегайте укусов. Будьте осторожны с колющими и режущими предметами. Сегодня тот день, когда падающие ножи и вилки предупреждают об опасности. Тем, кто не контролирует свою силу и энергию, предпочтительнее все-таки будут воздержаться сегодня от каких-либо серьезных дел. И, друзья, обращаем ваше внимание, независимо от повода, поход в салон для маникюра будет сегодня замечательным решением, над которым даже не следует думать. Любые манипуляции с ногтями не останутся незамеченными и послужат поводом для многочисленных комплиментов. Вы знаете, сегодняшний день способствует и развитию романтических отношений, поэтому обрезной маникюр сможет оздоровить ваши ногти и поможет придать блеск и ухоженность. Вот, друзья, сегодня у нас с вами такой лунный календарь на 11 февраля 2022 года.